Добрый день, друзья! Сегодня сделаем одну пересадочку и покажу вам орхидейку, которую я купила из последнего обзора в Леруа Мерлен. Это мультифлорка, цветочки небольшие. В отличие от стандарта, у нее цветочки раза в 2 меньше. Вот стандарт – орхидейка, которую мы будем беглипчик пересаживать. Чем еще отличается мультифлорка? Она очень любит распускать много веточек. Такое у нее всегда пышное цветение. Смотрите, на одном стволике раз веточка, 2 веточка, 3 веточка. И вот 4-я. Из одной даже почки пошло 2 веточки. Вот мультифлорки, они такие. И здесь тоже есть такие же веточки. И цветочки чуть поменьше. Название у нее есть. Сейчас вам покажу. Она была в единственном экземпляре, поэтому выбирать не пришлось. Корни в целом неплохие. Есть немножко там темноватые корни. Грунт очень такой спрессованный, не крупная кора. Она была уже обработана, листики протерты зеленым мылом. Больше пока с ней, как всегда, ничего делать не буду. Давайте теперь займемся пересадкой вот этой орхидеи. А это у нас постоит, просто, может быть, нам ее будет видно. Эта орхидейка была куплена еще до Нового года. У нее была небольшая проблема. Мне что-то не понравилось с шеей. Какое-то я заметила. У нее черное пятнышко на шее, поэтому я намазала это пятнышко неразбавленным Максимом. Больше ничего не делала, кроме того, что протерла листья зеленым мылом и оставила в покое, поливала по краю горшка. Вот эти старые корни, они так и были. Здесь высох уже корешок, такие были темные. Вода, видимо, не очень хорошая была. Грунт тоже отвратительный, все время пытается покрыться какой-то плесенью или мхом. Но 3 месяца она у меня прожила, отцвела. Кстати, большое спасибо, нашлось название этой орхидеи, и я вам напишу здесь внизу видео, как она называется. Кто-то мне подсказал, большое спасибо. Корней в горшке гнилых. Там уже совсем есть белые сухие, гнилые очень много. Но от шеи она отпустила хорошие корни. Поэтому думаю, что хватит мучить ее в этом горшке. Ну, конечно, не мучить, но грунт мне очень не нравится, этот спрессованный. Поэтому давайте ее разбирать, убирать у нее все гнилые корешки. Кстати, заодно и посмотрим, как же орхидея себя ведет в покупном горшке 3 месяца без пересадки, что она нам там внутри нарастила, потому что не видно ничего. Есть вот немножко есть какие-то корешки начали расти, но в основном ничего не видно. И грунт просто плохой. Давайте разбирать. Первое, что нужно сделать, цветы уже завяли. Цветонос начал засыхать, поэтому цветонос я, наверное, срежу весь. Вот видите, даже уже отваливается. Держатель цветоноса убираю. Кстати, я не выбрасываю такие палочки. Сейчас они стали выпускать палочки, обтянутые термоусадочной трубкой, поэтому такие палочки сейчас не гниют. Можно использовать их 2-й раз. Да, даже 2-й и 3-й. И еще орхидейка шатается все время в горшке. Мне это тоже не очень нравится. Так как цветонос начал весь засыхать, я его, наверное, сразу уберу весь. Сложно здесь ждать, что пробудятся почки. Почти до середины он уже засыхает. Поэтому убираю весь цветонос сразу. Срез обязательно обрабатываю перекисью водорода.
Можно также обработать молотой корицей, толченым углем. И давайте смотреть, что же там у нас в горшочке. Поливала я эту орхидейку дня, наверное, 3 назад. Там в горшке еще и зеленые водоросли. Так, смотрим. А смотрите, что снизу горшка. Тут вообще кошмар. Тут все гниет. Это мы все убираем. Конечно, орхидее было совершенно некомфортно. Ну, такие биглипчики новые. Почему говорят, Аба тоже самоубийца? Но при этом она что-то стала сама наращивать. Даже при вот таком кошмаре. Ну, кошмар весь остался за пределами орхидеи. Давайте смотреть, что в горшке. Так. Так как полив был дня 3 назад, внизу грунт еще весь влажный. Но зато очень легко снимается с орхидеи. Я знаю, что многие, увидев в горшке гнилые корни, стараются ее сразу разобрать, пересадить. Ну, если есть опыт, конечно, можно это сделать, безусловно. А если большого опыта нет, то можно оставить. Я специально оставляла эту орхидею для того, чтобы вам показать, что даже с гнилыми корнями орхидея в горшке растит новые корни. Вот новый корень вырос за 3 месяца. Вот пошел расти новый корешок. Сейчас уберем этот торфяной стакан. В торфяном стакане все гнилое. Давайте сразу буду обрезать гнилые сухие корни. Сразу будет понятно, что у нас осталось в горшочке. Вернее, уже даже не в горшочке, а что у нас осталось от корешков. Вот, казалось бы, совершенно сухой корень. Так, сейчас как-то тут проросло, очень интересно. Вот здесь черный сухой корень, а от зеленой части он начал растить молодой корешок. Орхидеи очень живучие, если им дать возможность приспособиться, то они растят корни и в этом страшном субстрате. Вот, казалось бы, желтый корень. Ну, вот это как раз тот корень, о котором я говорила. Желтый корень, а он очень плотный, и отрезать его не имеет смысла. Так. А вот такие сухие корешки, гнилые, надо убирать, конечно. И опять. Здесь корень высохший, а здесь он еще в горшке был. Он плотный, ничего не начало расти, но такой корень тоже не стоит обрезать, если даже здесь такая сухая часть есть. Видите, какой грунт? Такое впечатление, что мох на нем растет. Причем такой с плесенью. Само отвалилось. Черные кончики я тоже корни обрезаю. Так, ну и что же мы тут видим в конечном итоге?
Я прощупываю корни, потому что нужно знать, например, эта часть плотная, а вот этот кончик мокрый и гнилой. И этот кончик мы, конечно же, обрезаем. Начали расти корешки, но пока не очень много. Но от шеи идет хороший рост корней. 1, 2, 3, 4, 5 корней пошло от шеи. Эти корешки я сейчас пойду промою. Просто под водой, чтобы смыть с них старый грунт. И мы посадим с вами орхидейку. Я промыла, нашлось еще небольшое количество таких маленьких гнилых кусочков, которые можно обрезать, не дорезая до живого, для того, чтобы не обрабатывать. И вот здесь на шее есть еще сухой остаток листа, который она отсушила. Вот такие вещи тоже нужно обязательно убирать. Потому что под такими листиками очень любят поселяться всякие разные вредители. Поэтому разрываем в разные стороны. Все это уже сухое, снимается не очень сложно. И на шее все пинцетиком, не люблю говорить зачищаем, просто весь, который грунт не смылся, под водичкой весь убираем. И если есть еще какие-то сухие или гнилые кончики корней, тоже можно убрать. А вот у нее был цветонос. Это ее не первый цветонос. На основании есть розовое пятнышко. Вот оно маленькое. Но оно не кольцевое. И вы видите, что все листики у орхидеи тоже с фиолетовым цветом. Но цветки видели, они очень фиолетового такого оттенка, бархатного. Поэтому я думаю, что это пигментация именно по цветению этой орхидеи. Это не фузариоз. А вот эти сейчас отрежу все. Вот это сейчас все отрежу. Сухое, понятное и ненужное. Не могу сказать, что она очень хорошо нарастила корни, но корни молодые есть. И нам этих корней будет достаточно для того, чтобы ее посадить. Горшочек у меня, как всегда, двойной. Вот эти корешки маленькие я постараюсь опустить в горшок. Причем поставлю орхидейку поглубже в горшочек, чтобы засыпать вот эти новые корешки. А потом по мере того, как она будет отсушивать листики, выпускать новые, отсушивать старые, я просто досыпаю керамзит. Я всегда засыпаю влажным керамзитом, потому что корни тоже влажные. Керамзит у меня промытый, поэтому он влажный. Я просто после посадки какое-то количество дней, пока не просохнут корни, я не поливаю орхидею. Дня 3-4, зависит от температуры в квартире. Где-то получилось засыпать полностью корешки, где-то корешочек виден. Мне очень хотелось разобрать эту орхидею, потому что орхидея изначально была проблемная. Но пересаживать ее в тот момент, когда я там подмазывала шею, когда у нее желтел листик, мне не очень хотелось. Мне хотелось дождаться, чтобы у нее появилось хоть несколько небольших молоденьких корешков. Тогда вот пришел тот как раз момент, когда ее уже можно пересадить. Вот эти небольшие проблемки, которые с ней были изначально, ну, как бы и не самое страшное, но за такой орхидеей всегда нужно понаблюдать. Вот пересадили, да, не буду сейчас поливать ее, корешки в горшке
видны. Просто буду внимательно, вот молодой корешок виден, буду внимательно за ней наблюдать, как она себя поведет дальше. Думаю, что ничего с ней плохого не случится. Поливать по мере просыхания корней. И где-то, наверное, недельки через 2 я начну ее удобрять. Удобрять просто равноценным удобрением. Про удобрение недавно рассказывала. Дам ссылочку обязательно на это видео, какими я удобрениями пользовалась в прошлом году, какими я удобрениями буду пользоваться в этом году. Никаких гормонов и стимуляторов роста я к орхидеям не применяю. Кроме удобрений практически ничем не пользуюсь. Думаю, что вот это маленькое количество Максима ей хватило для того, чтобы начать растить корни. Листья очень хорошие, упругие, но понаблюдаем. Понаблюдаем, посмотрим. По-моему, это самая проблемная орхидея, которую я купила в прошлом году. Даже Абба не такая оказалась проблемная. Она лучше значительно растит корни, просто стоя в воде. Буквально тоже на следующей неделе я ее планирую уже пересадить. Будет пересадка. Там просто нужно ее вытащить, промыть корни и засыпать керамзидом. Ну, покажу, конечно. Просто покажу корни, чтобы вы видели, как растут корешки в воде. Ну, а эту орхидейку мы оставим в покое. Пусть она распускает все свои бутончики. И пусть она порадует ростом своих корней. Тогда мы обязательно пересадим и эту орхидейку. Но думаю, что это будет месяца через 4, не раньше. Если интересно понаблюдать, что будет с этой и с этой орхидеей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам обязательно будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.